Вам неожиданно стало плохо на улице, и вы не можете идти дальше. Что делать в такой ситуации? Вызвать скорую? Неплохой вариант, вот только скорая в нашей стране имеет обыкновение приезжать уже иногда слишком поздно. Возможно, остановить машину и попросить довезти вас до больницы? Это проект Рака Макафо, и сегодня мы проверим, как водители случайных автомобилей отреагируют на просьбу бескорыстно довести девушку, у которой внезапно стало плохо, до госпиталя. Более того, мы проверим реакцию людей в разных странах России и Грузии. Поехали! Девушке плохо стало, можете до больницы бесплатно довезти? Какую больницу? Не знаю, ближайшая какая-нибудь, я просто не местный. А? Пожалуйста. Спасибо большое. Пойдем. Слушай, тут девушке стало плохо, можете бесплатно до больницы довезти? Я не знаю где. Тогда скорую позвать. Так пока приедет, так быстрее будет, нет? Давайте сделаем. Пойдем. А что у него? Живот заболел, не знаю. Ну просто живот прихватил или что-то. Бесплатно доведете? Типа до больницы просто довезите бесплатно, я просто не знаю как. Спасибо, спасибо. То вы бесплатно сможете ее довезти? Она где? А, вот девушка-то здесь, господи. Давайте. Бесплатно доведете? Пойдем. Больница какая-нибудь. Никакой больницы не знаете, что ли? Здесь, допустим. Ну довезете? Вот она сидит здесь. Ну, пойдем. Довезете, да, бесплатно? Хорошо, спасибо вам большое. Не надо никуда везти, это просто эксперимент, чтобы посмотреть, как таксисты вообще отреагируют в такой жизненной ситуации. Спасибо. Все, спасибо вам большое. На самом деле не надо никого никуда везти, это просто эксперимент, чтобы посмотреть, как таксисты в такой ситуации отреагируют. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Все, спасибо большое. Спасибо. Мужчина, тут девушке плохо стало, нужно до больницы довезти. Только у нее денег нет, а я из другого города шел по улице, увидел у нее головокружение. Вы же остановились только что. Как вы по заказу едете, останавливаетесь? Никуда не поеду, я без денег. Не довезете без денег? Ну до больницы девушке плохо. Без денег не поеду. Без денег не поедете. Спасибо огромное. Здравствуйте, молодой человек. Девушке плохо стало, живот схватило. Не могли бы до госпиталя бесплатно докинуть? На Кубинской улице. Прямо, да? Ну прямо там потом направо. Докиньте бесплатно. Докиньте, без проблем, да? Спасибо большое. Пойдем, моя хорошая, все будет хорошо, тебе сейчас. Я, к сожалению, просто не местный, я ее к вам посажу, бесплатно довезете, у девушки денег нет. Спасибо вам огромное. Мужчина, здравствуйте, девушке плохо стало, живот схватил, довезете бесплатно до больницы. Так вызовите скорую. А почему вы не можете довезти до Кубинской, тут Скорую недалеко ехать? вызовите. Я знаете, сколько таких видел? Сколько вы таких видели? Хера. Почему нельзя? Мы ее положим сейчас аккуратно, вы ее явно быстрее довезете. Молодой человек, я не первый день живу на свете. Не повезете? Я один раз уже за это чуть не сел, второй раз не За что? хотел. За то, что я... За то, что помогаете человеку? Слушайте, тут девушке стало плохо, можете довезти бесплатно до больницы? Вон она сидит, я мимо проходил. Ну, отпустите. Что вы говорите? По дороге ее вытащат, я что буду с ней делать? Я не знаю, что вы с ней будете делать, но ей просто Я плохо. просто говорю, если ей плохо, по дороге ее вытащат, кто за это отвечает? Я не знаю, кто за это будет отвечать, но ей Лучше плохо. скорую. А довезете, да? Ну, а что делать? Не довести, ты говоришь, плохо стало. Ну, ближайшая больница, не знаю, если вы знаете, просто человеку плохо. Мужчина, здравствуйте, тут девушке плохо стало, не могли бы бесплатно ее довезти до госпиталя, у нее денег ничего нет. Слушай, дружище, у меня бензина нет, серьезно. Смотри, кого-нибудь что другое. А зачем остановились-то, с бензина нет? Не повезете? Поехать, чтобы заработать денег, дружище. Я понимаю, но человеку плохо. Блядь! Что-то непонятно, блядь!
Безусловно, в обеих странах были люди, которые помогали и отказывались довести девушку бесплатно до госпиталя. Вот только в Грузии процент согласившихся был куда больше, чем в России. Около 80%, но самое удивительное даже не это. Из 10 автомобилистов в России лишь 5 оказались русскими, и только один из них согласился помочь. Девушке плохо стало, можете ее, не знаю, бесплатно до больницы довести? Ага, пойдем. В то время как нерусские водители подчас без всяких вопросов соглашались довести девушку до больницы. На самом деле нас просто поразил такой огромный процент отказов со стороны людей со славянской внешностью. Почему так происходит? Над этим мы предлагаем поразмыслить каждому, кто посмотрит наш эксперимент, потому что четкого ответа на вопрос, почему люди в России в своем большинстве оказываются настолько равнодушными к чужой беде, мы так и не нашли. Это был проект Рака Макафо. Всем спасибо. Пока. Больница какая-нибудь, я не знаю, я не местный. Я тоже не знаю, это на вызов. Ну ладно, хорошо.